огромное количество энергии. Оно окружило всю эту маленькую планету Земля. Из кольца камней начать выбирать время. Затем каждый из вас найдет свой фрагмент. Если из этого камня пойдет излучение, то они будут жить вечно. Мы будем очень устойчивы на этой планете. Выборка времени из кольца камней даст вам очень прочную опору под ногами. Главное – знакоряды и знаки. Их нужно видеть. Они есть повсюду. Они нам подсказывают все и всегда. Но это начинается только после того, как мы начинаем находиться на полотне времени, выбранном из кольца камней. Начните вспоминать свои камни. На какие камни вы обращали самое большое внимание? Какие камни вам казались привлекательными? Допустим, если вы жители северных стран, я не удивлюсь, что ваши камни были поросшие мхом, и вы ими наслаждались. Если вы жители прибрежных стран, то, естественно, как приятно смотреть на заласканное морем скалы, округлость камней и понимаю, что там целые века. Если вы жители степей, то ваши камушки – это маленький-маленький гравий на дорогах. Поэтому в зависимости от того, где вы проживали, в каком эгрегоре вы находились, такие камни вас и сопровождали. И, конечно, к кольцу камней мы не можем не отнести кирпич. То, что сделал сам человек, когда он хотел создавать камни. Сюда же относится керамика. Может быть, вы сами что-то лепили из глины и потом это превращали в прочность камня. Итак, камень – это прежде всего отдых. Поскольку когда мы настраиваемся на отдых, нам нужно выбрать плотность камня. Жизнь без усилий, жизнь, которая позволяет заведомо все знать, лонгировать, затем вовремя подготовиться, всегда идет на уровне камней. И в кольце камней у многих людей хранится максимум энергии, поскольку именно камни позволяют ее хранить тысячелетия, миллионы лет. Да что там говорить, чтобы узнать возраст Земли, берут анализ камней, радиоактивные камни, которые очень страшат людей. Хотя именно благодаря им мы получаем из минимального количества вещества огромное количество энергии. Поэтому, когда мы сделаем выборку из кольца камней, мы будем очень устойчивы на этой планете. Нам будет интересно по ней идти, нам будет интересно по ней перемещаться. Теперь представьте на мгновение, что мы начинаем выбирать время из кольца камней. Время начинает течь у каждого из вас по-разному. Все зависит от того, на каком расстоянии от полотна отдыха вы находитесь. Если вы отдыхаете достаточно часто, если вы уже научились ловить тот момент отдыха в любом своем труде, потому что момент отдыха – это не что иное, как удовольствие от проделанного, то вы уже знаете, во всяком случае ощущаете, что такое кольцо камней. В какой бы суете мы ни находились, что бы мы с вами ни делали, но у нас есть часы. И эти часы и дают возможность из кольца камней начать выбирать время. И вот сейчас представьте, вот это кольцо, оно огромное-огромное, оно объемное-объемное, оно окружило всю эту маленькую планету Земля. И это то кольцо, которое, как у Сатурна, есть и у нашей планеты. Поэтому мы начинаем из этого большого-большого кольца искать тот фрагмент, который принадлежит лично нам. Затем каждый из вас найдет свой фрагмент. И затем этот фрагмент будет равен длине вашей жизни, поскольку настоящая жизнь есть не что иное, как удовольствие, полученное от нее.
удовольствие и наслаждение начинает затапливать все наше существо, когда мы подходим к камням, которые люди часто называли разными священными именами. Они искали эти камни, они понимали, что если из этого камня пойдет излучение, то они будут жить вечно. Они искали этот лазер молодости, они пытались найти луч камня.